Друзья, наверняка вы много раз слышали и знаете о грэвел-байках, а возможно еще следите за новинками и сами активно катаетесь. Если так, то вы точно должны знать о самом интересном событии в мире грэвел – гонке трака, которая, кстати, совсем недавно прошла в испанской Жироне с 29 апреля по 3 мая. Для грэвел-индустрии трака это не просто очередная гонка, это главная точка на велосипедной карте Европы. Друзья, почему так? Почему? Все очень просто. Во-первых, это испытательный полигон. Здесь нет жесткого регламента UCI, поэтому инженеры и бренды привозят сюда самые смелые прототипы. Если технология выживает на камнях Каталонии, она скоро появляется в магазинах по всему миру. Во-вторых, это высокая концентрация экспертов. Жирона – неофициальная столица велоспорта. Когда на одной стартовой линии стоят легенды ультрагонки, экс-профи мирового тура, а еще ведущие инженеры индустрии, воздух буквально напитан инновациями. Именно такие события и формируют вектор развития грэвел на годы вперед. И сегодня мы разберем 5 самых громких трендов, которые бросались в глаза на последней траке и которые изменят ваше представление о том, каким будет современный гравийный велосипед в ближайший сезон 26 и 27 года. Но для начала давайте скажу пару слов о самой траке. Гонка проходит в Испании, в Жироне. Здесь живут и тренируются сотни профи, а грэвел-культура возведена в абсолют. Во время гонки спортсмены соревнуются на нескольких дистанциях. От фановых 100 километров до безумных 560 километров, которые они едут нон-стоп день и ночь. Золотая середина тут – это элитные 325 километров. И, друзья, конечно же, в рамках такого события проходит масштабная экспо, на котором можно увидеть тренды грэвел-индустрии, 5 самых интересных из которых мы с вами и разберем. Во-первых, сразу видно, что Shimano теряет свои позиции. В про-пелотоне наметился явный перекос. SRAM доминирует, а Shimano все чаще воспринимается как догоняющий бренд. Пока японцы предлагают функциональные, но скучные 12-скоростные группы, SRAM вовсю ставят 13-скоростные трансмиссии с прямым креплением переключателя Full Mount, а также нативными мощемерами. Профессионалы на Shimano часто вынуждены собирать какой-то винегрет из шоссейных и МТБ компонентов, чтобы получить нужный функционал. И, кстати, друзья, если у вас возник вопрос, что такое Full Mount, то это технология прямого крепления заднего переключателя к раме, где он крепится не через петух, а устанавливается прямо на ось колеса, обхватывая раму с двух сторон. Второй наблюдаемый тренд – это концепция Fat Aero. Гравийные рамы с шоссейной аэрогеометрией и с огромными зазорами под покрышки 50-55 мм до 2,25 дюймов. Такие новинки представили сразу несколько брендов, среди которых Canyon, Ridley, Factor и другие. Идея в том, что на сложном рельефе комфорт становится важнее, чем аэродинамика. А я напомню, что дистанции в траке 360 и 560 километров. Кстати, немного инсайда. На будущих Scott Edict Gravel 2027 года также будут устанавливаться покрышки шириной 50 мм. И, друзья, недавно я делал пост у себя в телеграм-канале о том, что Саймон фон Бромли из Bike Radar выдал недавно базу, что если в 2026 году твой новый гравийник не переваривает покрышки 50 мм, то это технологический тупик. Третий интересный тренд – это МТБ-резина на грэвелах. Вместо узких полусликов профи массово переходят на полноценные XC-покрышки. Например, Schwalbe Thunderbird 2.1. На трассах Жироны сцепление и комфорт оказались важнее экономии веса. Это позволяет ехать быстрее там, где раньше приходилось тормозить. Четвертый интересный, но в то же время спорный тренд – это передние вилки с амортизатором. Пока это скорее исключение и применялось только для ультрадистанций.
Несмотря на влияние маунтинбайка, мягкие вилки, например, Fox 32 Tapercast с ходом 40 мм, остаются редкостью. Их выбирают в основном для экстремальных дистанций типа Track 560, где гонка длится несколько суток и комфорт критически важен для выживания гонщика. Ну и последний тренд, друзья, это ценник, который переваливает за 10 тысяч евро. На трака таких байков сотни. Gravel стал одним из самых дорогостоящих сегментов индустрии, где аудитория готова платить за топовый байк сумасшедшие деньги, а бренды инвестируют в смелые эксперименты, которые потом спускаются в более бюджетные модели. Друзья, ну как вам тренды? Гравийный мир уходит в сторону технологичных вездеходов с аэродинамикой разделочного байка, а также стирается граница с маунтинбайком. Просто дремучая смесь. Друзья, обязательно пишите в комментариях, что об этом думаете. Ну и, конечно же, проверьте подписку на мой канал, а также на мой телеграм-канал Product Scott. Ну и если этот ролик оказался полезным, поставьте ему лайк. А мы с вами увидимся в следующем видео.